Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку. Благодарю вас за то, что вы со мной. Тема сегодняшнего расклада. Код обольщения. Чем ты неосознанно притягиваешь и влюбляешь в себя мужчин. Расклад будет сделан, как всегда, по специальной схеме, состоящей из вопросов, которые будут озвучены сразу же после вашей сигнификации. В конце расклада в качестве бонуса будет совет психолога. Надеюсь, это будет интересно вам и полезно. Пожалуйста, пишите любые вопросы, на которые хотели бы услышать профессиональный ответ психолога. Обязательно получите ответы в моих видеоконсультациях. Спасибо за внимание. Иногда ты даже не подозреваешь, что твое присутствие уже само по себе становится сигналом для других людей. Ты можешь ничего не делать специально. Даже не флиртовать, не привлекать внимание и не пытаться понравиться. Но в тебе есть определенная комбинация жестов, реакций, пауз и твоего внутреннего состояния, которое считывается мужчиной быстрее, чем слова. И именно эта комбинация запускает у него интерес, фиксацию или эмоциональный отклик. Причем это может проявляться в самые обычные моменты. Когда ты устала, когда ты не нравишься сама себе, когда ты вообще не стараешься понравиться, когда ты максимально естественна. И вопрос здесь вообще не в том, что именно ты делаешь, чтобы притягивать, а в том, какая твоя внутренняя настройка становится тем самым кодом, который запускает у мужчин устойчивый интерес. И почему он работает сильнее любых намеренных усилий. Рассмотрим. Какой же этот код обольщения, которым ты владеешь, которым наделила тебя природа. Итак, ваша сигнификация. Какая девочка пришла на расклад? Нежная. Ух ты. Яркая, харизматичная, как райская птичка. Энергетически наполненная. Женщина, которая знает, как подчеркнуть свои достоинства. Акцент сделать на своих сильных сторонах, да, знаете о них. Умеете удержать фокус внимания на себе. Не просто привлечь внимание, но и удержать. То есть не пустышка. Талантливая. Так, какая? Ух. Дальше какие-то не совсем непонятные карты идут. Показана карта род, семья. Тут карта токсично. Дьявол, солнце, вторая половинка. Знаете, у кого-то сейчас какой-то период тяжелый, сложный со второй своей половинкой. Может, домочадцами. Вот тут как-то токсично, дьявол, даже не знаю, солнце. У кого-то, может быть, знаете, как уже коса на камень, уже накопились претензии какие-то невысказанные и высказанные. Скорее всего, сочетание дьявол и солнце и в сочетании с этим всем, может быть, вам хотелось бы больше свободы, может быть, хотелось бы где-то, знаете, почувствовать себя реализованной, может быть, раскрыть максимально свой потенциал, найти применение своим талантам. При этом я вижу, эта карта по солнышку, это, с одной стороны, карта ребенка, а с другой стороны, это может быть карта, знаете, как сочетание человек, который чувствует себя не до конца раскрытым, не реализованным, при этом он понимает, что у него есть этот потенциал. Он мог бы там, может, не знаю, или карьеру построить, или действительно какое-то новое дело организовать, начать, применить свои способности, навыки, и он уверен, что он бы добился результата. У кого-то тут, знаете, какое-то даже желание, я хочу в первую очередь самой себе доказать, что я могу как-то реализовать себя опять-таки. У кого-то тут хотели бы освободиться, может быть, от влияния родных даже, семьи, может быть, того, кто прям рядышком с вами.
опять-таки, как свободу получить. У кого-то это материальную, то есть материально стать независимым, или в принципе стать вот независимой. Как-то мне тоже так. У многих тут, с одной стороны, это семья, тут род семья, да, может быть, опять так, ваш избранник, ваш там супруг, любимый даже человек, можно сказать. С другой стороны, вы можете ощущать, знаете, какую-то как контроль, давление. И ваше естественное желание, это, знаете, как расправить крылья и почувствовать себя свободной. Тут мне даже так идет. Какие-то странноватые карты, честно говоря, но токсичное дело. В чем это? Ну, опять семья выходит. Тут род семья, тут искушение, святая вода. Давайте так. Может быть, вы понимаете, что вы хотели бы, может быть, и семью сохранить, но при этом не ощущать себя какой-то жертвенной или позиции, или в принципе дать себе шансы жить полноценной жизнью, без привязки, вот именно, может быть, не было такого, что вы растворяетесь в семье или на первое место ставятся потребности близких, родных, а ваши там задвигаются, как-то так. А у кого-то вообще вы понимаете, что как будто бы отношения в семье как-то выстроены, но неправильно, вы в них не чувствуете себя счастливой. По святой воде понимаете, что нужно бы в идеале как-то перезапустить ситуацию по-другому как-то, и то ли начинать проявляться, то ли выстраивать эти отношения в семье. Ну, как-то так мне идет. Тут как будто бы женщина хотела бы вернуть себе управление собственной судьбой. Тут здоровый эгоизм. Вы говорите, да задолбалась я уже вот и нести ответственность, и там, и там, и там быть. Знаете, как на подхвате. Хотелось бы мне о себе позаботиться. Кто обо мне позаботится? Во всех смыслах. Вот тут как-то даже так. Еще на вас характеристика, конечно, дьявол, солнце. Яркая, привлекательная, харизматичная, энергетически наполненная. У кого-то тут такое чувство юмора, знаете, суперовское. При этом я вам хочу сказать, в личной жизни, мне кажется, тут какой-то провал. Тут так бы хотелось бы вам вновь ощутить вот это, знаете, как будто бы свою вторую половинку встретили, и вот вы разговариваете с человеком на одном языке. А судя по вот этим картам, все-таки токсично, и это дерево семейное, нет, как будто бы на разных абсолютно языках разговариваете, и даже, мне кажется, и желание разговаривать уже часто пропадает. Как-то так. И как будто бы вот я не хочу тут ни на кого наговаривать, упаси Господи, но тут такое ощущение, как будто бы вам так хотелось бы в принципе вот засиять, засверкать. И вы говорите, ну есть же у меня и способности, и интеллект, и внешние данные. И я знаю, что там, такие люди просто не бывают незаметны, да, вы тут вряд ли серая мышка. По солнцу и по дьяволу, во-первых, сексуально привлекательна. Во-вторых, в принципе, такая женщина, которую тут трудно не заметить. И вас в четыре стены посади и заставь вас проживать какую-то очень какую-то такую, как вам сказать, тихую жизнь. Это к вам как приговор. Нет, тут женщина должна показываться, прогуливаться, показываться, платьюшки выгуливать, в принципе, общаться в социуме, светиться, привлекать внимание, красоваться, общаться. Тут такое, тут очень социальный человек на самом деле. А тут как будто бы вам отчасти этого не хватает. И тут уже, может быть, это как токсично, вы говорите, хочу вздохнуть полной грудью, хочу, может быть, на время какой-то это груз ответственности снять, какой-то проблеск счастья, хочу, как будто бы, не знаю, вернуть себе, может быть, состояние какое-то такое наполненное радости жизни. Вот мне так идет такая сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк.
Итак, код обольщения. Чем ты неосознанно притягиваешь и влюбляешь в себя мужчин? Первое. Какой ты транслируешь образ в глазах мужчин? Первое считывание. Энергетика. Следующее у нас... Ой, прям выскакивает. Что в тебе запускает мгновенный интерес? Поведение, мимика, реакция, голос. И прям вот эта карта выскочила. Мгновенный интерес у мужчины. Что именно? Поведение, мимика, реакция, голос. Следующее. В какие моменты это проявляется сильнее всего? Может быть, когда вы устали, когда вы злы, молчание, естественность. Что? Суть притяжения. Ух ты, ё-моё. Почему именно это цепляет? Ну, эмоциональный дефицит у кого-либо, да, у мужчин, там, не обязательно мужчин даже, но вообще-то мы смотрим мужчин, да. Контраст, искренность, непредсказуемость. Почему это цепляет? Если вам это интересно, да, узнать, почему же это цепляет. И как это отражается на мужчинах? Фиксация, интерес, возвращение, навязчивое внимание. И последнее. Почему это работает на бессознательном уровне и усиливает притяжение. Вот так вот, вот так. Давайте смотрим. Итак, какой ты транслируешь образ в глазах мужчин? Первое считывание, энергетика. Ух ты, ну вот сразу с порога. Страстная такая горячая штучка. Ой, у меня прям дверь хряпнула, правда. Страх. Следующее страх. Родовое дерево. Ага. Ну вот смотрите, какой вы образ транслируете сразу. Первое считывание, энергетика. Страстная, темпераментная. Ух, с такой бы надолго, да, вы понимаете, я имею в виду в любовное какое-то приключение. Но тут же страх. Страх по поводу чего? Смотрите, по поводу того, что если мужчина не свободен, родовое дерево, то такая женщина, она яркая, тут райская птичка, но это архетип любовницы. Очень яркая, привлекательная, но страх еще по поводу того, что такая женщина, она может разрушить семью. В каком плане? Во-первых, такой женщине может быть мало ощущать себя в роли любовницы, да, то есть, ну, как вам сказать, сразу считывается того, что такая женщина вряд ли удовлетвориться этим статусом любовницы. Вам семья, вам надо, чтобы мужчина принадлежал, может быть, вам одной, вы как собственница. Или, в принципе, женщину такую вот вас оценивает очень, тут даже не о серьезности. Тут женщина, которая знает себе цену, скажем так, которая не будет там второй, пятый, десятый. Вот тут вот сразу, вот это первое вот считывание. Ну, мне нравится. Энергетика тут зашкаливает, тут энергетически наполненная, причем это женщина, которая внешне привлекательна, но при этом с такой женщиной и можно семью создавать. Другое дело страхи, это когда если мужчина уже не свободен. Ну давайте на всякий случай я уточню. Хорошо, страх это если мужчина не свободен, я правильно понимаю? Да. Ага, а почему унижение? Ну тут страх по поводу того, что карта унижения, карта письмо. Если, если кто-то узнает, увидит, узнает об этой истории, допустим, если он тут захочет к вам подбивать клинья, при этом он не свободен, да, то он может, ну, скажем так, пострадать, вот так вот. Да, сразу же как будто бы наказание, карма прилетит. Это понятно, хорошо. А если мужчина свободен, ну, если мужчина свободен, страх, нет, смерть, нет страха. Значит, тут, в общем, какой-то вот такой вот вас считывают. Темпераментной, страстной, яркой, наполненной энергетически. Тут женщина, в принципе, такая, знаете, такую увидишь, не забудешь. Повторюсь еще раз, эта карта на вас выходила, на вашу сигнификацию. Умеете подчеркнуть свои достоинства, акцент сделать на своих достоинствах. Умеете себя преподнести, опять-таки фокус внимания на себе удерживать.
Тут какой-то просто процент мужчин вот так заглядывается на вас и смотрит, и думает, ух, такую бы любовницу. Но тут же им страшно, потому что они вот прям считывают, что вряд ли вы будете удовлетворяться ролью вот этой любовницы, там, соглашаться на какие-то вторые, третьи роли. Так, следующее. Что в тебе запускает мгновенный интерес? Поведение, мимика, реакция, голос. У меня сразу выскочила прямо эта карта, я ее оставила. Это, в принципе, смотрю в тебя как в зеркало. Как будто бы человек может, ну, мужчина в нашем случае, на вас смотрит, и он видит, допустим, вот такой же смех, похожий, допустим, на его. Или вы реагируете на какие-то там, ну, не знаю, может быть, слова кого-то. Такая же мимика, как у него. Мышление, как будто бы вот в зеркало смотрит, сразу мне идет. Так, мгновенный интерес. Так, что? Поведение, мимика, реакция, голос. Треугольник. Ага, тут странные карты. Мне показали мужчины в прошлом. Может быть, тут карта треугольник. Опять-таки, вы можете напоминать. Тут или типаж какой-то ваш такой. Если у мужчин, допустим, ну тут мужчина, две женщины, была там или влюбленность в женщину, но женщина вне семьи, да, то есть он восхищался кем-то. Или в принципе там, может быть, любовница у него была, да, ну, давайте так, но это как в прошлом. Или это какая-то женщина, с которой у него таки не получилось, допустим, завязать взаимоотношения. Потому что тут вечная невеста. Вот тут как будто бы вот мужчине вы напоминаете о чем-то таком, внешность, может быть, поведение, в принципе, какой-то такой облик ваш. И он сразу вспоминает, может быть, тех женщин, с которыми у него там что-то не случилось, хотя он этого хотел. Вот так вот. Ну, желанный какой-то образ, вот привлекательный образ, я не знаю. Тут даже мимика, реакция, голос, тут даже не об этом, тут в принципе, тут какое-то такое вот в общем впечатление, знаете, вот как будто бы мужчина там мечтал о ком-то, и он тут вас мельком может увидеть, и тут как этот образ из прошлого, тут динозаврики эти, оно все вместе, да, вот как-то все вместе и в вашем образе отразилось. Знаете как? Дежавю, да? Где-то я это уже видел, может быть, какие-то ваши черты. И ему напоминают из прошлого кого-то. В принципе, да, вот тут что-то такое тут есть. Но самое первое, я вам сказала, это вот смотрю в тебя как в зеркало. Вот что-то такое родное. Вот как будто бы мы с тобой одной крови, как будто бы эта женщина может меня понимать. Она, может быть, также реагирует на какие-то там события, так же, как и я. Вот тут что-то такое. Следующее. В какие моменты это проявляется сильнее всего? Усталость, злость, молчание, естественность. Какие... Так. А тут интересно тоже. Смотрите. Наиболее привлекательны вы для мужчин. Это когда, смотрите, вы тут выходите из каких-то ограничений, карта, клетки ограничения, в предвкушении чего-то нового, прекрасного, и карта Иерофант. Иерофант это, допустим, на бытовом таком уровне. Вы помогаете кому-то, проявляете заботу, искренность, тут 100% женщина искренна по Иерофанту, добрая, светлый человек. Вот у вас это вот ценят и... Тут не злость, нет, тут наоборот, даже если вы уставшая, то в моменте, как будто бы у вас находятся силы, все равно прийти на помощь, протянуть эту руку помощи, даже каким-то добрым, светлым советом помочь. Ну вот мне так идет. При этом в какие моменты вот проявляется сильнее всего, я тут думаю, тут 100% люди с вами, ну, мужчина с вами заговаривает. Тут общение, тут видят, насколько у вас, ну, тут добрая, светлая душа, но тут еще и насколько вы интеллектуально развиты, насколько вы можете там поддержать разговор,
может быть, даже где-то как с юмором ответить. Тут глубину вашу видят. Вот это все вместе цепляет. Позитивное, очень позитивное. Тут наоборот, даже вот если бы, знаете, какой-то такой, может быть, даже тяжелая какая-то ситуация, сложная, ограничение, а вот с вами пообщаешься, это как вот прям глоток воды, да, свежей, или глоток свежего воздуха. Вот тут вот такое вот ощущение у меня идет. Тут не просто внешность, тут не просто там, тут не о сексуальности, тут вообще в общем ваш какой-то образ такой светлый, вот харизматичная очень и не глупая, 100% не глупая. Так, у кого-то, кстати, род деятельности может быть такой, помогаете тут и советами или в принципе помощь, вот так вот даже. Следующее смотрим. Почему именно это цепляет? У кого-то эмоциональный дефицит у мужчин, контраст, искренность, непредсказуемость. Ну тут искренность, я уже сказала. И они смотрят как в зеркало, они как будто бы как родную душу видят. Так, смотрим. Эмоциональный дефицит, контраст, искренность, непредсказуемость. Почему это цепляет? Почему это цепляет? Почему это цепляет? Это скорее мы будем о мужчинах говорить. Каких мужчин цепляет? Тут карта одиночества. Вот тут как подсматривание. Это как... Это то же самое, как я там говорила, как в зеркало смотрю. Тут, может быть, мужчина в моменте может ощущать даже эйфорию. Тут карта феечка. От того, что он с вами пообщается, и у него ощущение такое: я не одинок в этом мире, этот человек меня понял, вы его поняли. Правильно сказала? В общем, родная душа, он не чувствует себя настолько одиноким, может быть, в этом мире. Вот тут даже так вот, как-то на этом уровне. Ну, наверное, да, эмоциональный дефицит, наверное, вы как-то располагаете людей, мужчин открываться, даже так. Искренность 100% ваша. Ну и даже какое-то волшебство, я не знаю, как это вам объяснить тут в принципе. Ну, давайте так, ваша харизма. Ну, где-то вы очень не похожи на других. При этом нет ощущения, что это искусственное, что это не искренне, наоборот, очень искреннее. Ну, тут вы умеете расположить к себе, я даже по-другому никак не скажу. Как будто бы человек мужчина к вам присматривается и понимает, что вы можете с ним поговорить, и четко понимаете, о чем он говорит. Вот так вот даже. Поддержать сможете. Скорее всего, вы даете ощущение даже вот мужчинам, что если он с вами будет, ну, поделиться чем-либо, то вы не отмахнетесь от него, а вы действительно поймете, что его беспокоит. Ну, как-то так. Отчасти как карманный психолог, да? Так, как это отражается на мужчинах? Фиксация, интерес, возвращение, навязчивое внимание. Ой, а как это на мужчинах отражается? А о чем это вообще? Не понимаю. Ага, ну я вижу, как на мужчинах это отражается. Мужчины тут как хамелеоны. И волк в овечьей шкуре. То есть они вашу ценность осознают, они понимают, что такую женщину нужно, наверное, ну, по хамелеону где-то так, может, как нащупать к вам путь-дорожку и не упускать вас. А скорее всего, где-то они понимают, что считывают, допустим, вот тут по карте Иерофант, что вы, ну, добрый, милосердный человек. Может быть, тут автоматически у кого-то включаются манипуляции. Как можно на этом, ну, сыграть какую-то игру, проманипулировать даже, да, привлечь ваше внимание. Почему-то тут не очень хороший сценарий включается, даже не могу понять. Смотрите, сценарий хамелеон и волк в овечьей шкуре и карта замороженного сердца. Вот вы привлекаете, влюбляете, при этом мужчины изо всех сил тут показывают, что замораживает сердце, что они
ну, не хотят тут быть подкаблучниками, не хотят вам давать, как вам сказать, как козыри, да, в ваши руки. Они не хотят вам давать понять, что они влюблены и вы им интересны. При этом мужчина по карте хамелеон может показывать себя, ну, с разных сторон. Для чего? Для того, чтобы для вас показаться лучше, чем он есть. Может показаться даже совсем не тем, кем он является, дабы вы, может быть, ну, на время там к себе то ли подпустили, то ли в принципе продолжали общаться. Тут как будто бы вот он понимает, что у вас вот такой вот светлый, добрый человек, поэтому, соответственно, какие-то свои негативные тут проявления, качества нужно замаскировать. То есть волка этого прячем, показываем овечечку, да, ну, другими словами. Но при этом же человек, понимаешь, я не хочу и для нее быть, как вам сказать, с одной стороны открытая книга, с другой стороны не хочу показывать, что я в ней заинтересован. Тут вот такая интересная реакция. Тут интерес, который мужчина будет скрывать в отношении вас, тут он будет казаться совсем не тем, кем он является, четко понимая, что если он покажется таким, какой он есть, скорее всего, ну, вы его не примете, а скорее всего, так, на вытянутую ручку будете, не подпустите к себе. То есть ему приходится как хамелеончику тут изворачиваться. Угу. Ну, может даже быть совсем не тем, кем он является. Вот так вот. Такие какие-то карты очень странные. Как-то я даже не ожидала. Так, и почему это работает на бессознательном уровне и усиливает притяжение? Карта боли, крика боли. Так, это вот как-то мне вот так вот. Оппозиция. Позиция, павлин. И какие-то у нас тут мостики. Так, почему работает на бессознательном уровне и усиливает притяжение? Чем неосознанно притягиваешь, влюбляешь в себя? Очень интересно. Так. С одной стороны, мужчины могут вот подсознательно, да, думать, что если они покажут себя сразу во всей красе, тут по карте павлин, то тут будет оппозиция. И карта вот боль, женщина кричит от боли, вы не подпустите к себе, опять повторяюсь. У вас уже был, может быть, болезненный опыт такой, где вы тут пострадали. Поэтому нет, не подпустите. Поэтому вот выбираются какие-то такие другие вот модели взаимодействия с вами, и это дает им, вот карта мостик, шансы на то, что с вами можно что-то тут, какие-то форматы выстроить. Так как-то странно. У кого-то даже вот то, что вас они считывают женщина, которая в прошлом могла пострадать от каких-то взаимоотношений уже с типа а-ля павлинов, да, просто самовлюбленный мужчина, мужчина, который там себя на первое место ставит, всячески камуфлирует свои недостатки, выпячивает достоинства, делает акцент на них. Для многих такой интересный, ресурсный, ну а потом, когда всплывают шлейф из каких-то негативных историй или приключений там из прошлого, уже не знаю, или его поступков, то женщина страдает, женщина говорит, нафига его вообще к себе подпустила, если бы я знала, что он такой, я бы его, ну, там, на лавочке с ним бы не сидела на одной, да, давайте так. Тут как будто бы до поры до времени все равно мужчина, он скрывает свои негативные тут какие-то качества, и на подсознании это, знаете, все равно его как бы тут как триггерит. Значит, получается, на подсознании все-таки считывает, что у вас уже был опыт общения с такими же. Как будто бы вы ну, то ли вы притягиваетесь, то ли к вам притягиваются такие мужчины.
ваша карта. Карта женщины, которая пострадала, кричала от боли, как травмированная уже. То есть они не ощущают того, что вы можете дать отпор. Мастерство. Смотрите, тут опять как будто бы включается, что у них на подсознании. Если они сразу покажут, какие они, то вы дадите отпор. У вас опыт есть уже. Но если это будет закамуфлировано по хамелеону, да, то можно вас обмануть, то можно опять-таки сразу попробовать одни форматы проиграть, там одно взаимодействие, а потом уже, ну как будет, так будет. Вот тут тоже такой нюанс. Ой. Так, еще хочу все-таки до конца разобраться. На бессознательном уровне притягивает, усиливает притяжение. Так, это какой-то определенный как бы типаж этих мужчин, да, павлины к вам выстраивают эти мостики. Трудности. Ну, вам говорят, мне говорят, что это уже не единожды были. Вот именно такой типаж, как минимум 2 раза. Карта карма. Урок. Урок. Знаете, у кого-то урок вот сейчас, вот вы только прошли, как закрыли трудности с такими мужчинами. По карте Шабаш многие пришли в эзотерику, в психологию, для того, чтобы разобраться, почему у меня такой образ, бегущий по граблям, почему я одних и тех же товарищей в свою жизнь подпускаю, как будто бы эти сценарии не повторяются, все по кругу. Вот вам говорят, не зря, ну, даже не зря этот расклад, может, вы смотрите. Просто задайтесь целью, почему какой-то определенный типаж вас привлекает. Угу. Так, то есть основное у вас, ну там много, это энергетически вы наполненная, добрая, милосердная, где-то можете додавать даже, знаете, какие-то такие, ну это невербально, может быть, человек думает, если к ней как-то по-доброму проявиться, даже попытаться сыграть на этом милосердии, да, то может все получиться, как-то так. А если я в открытую буду показывать, какой я есть, то у меня ни черта не получится с ней. Карта оппозиция. Она уже научена болезненным опытом. То есть тут как-то по-хитренькому к вам нужно подбираться. Угу. Еще может что-то хотят сказать. Подарочек, полный урожай. Со стороны мужчин. Тут женщины многие хотят тихой, спокойной, размеренной жизни. Карта аисты, семья, дети. Не хотите вы тут уже ни сами никакой инициативы проявлять. Как будто бы надеетесь на, ну, опять-таки, может быть, на встречу с кем-то, взаимодействие. Но тут карта подарочек вот такой, как будто бы уже ну, тут привычно как обман, обманываетесь. Вот, может одно и то же, может что-то похожее. Вот подарок надеетесь получить, а из него такой злобный выскакивает клоун. И карта урожая. Вот такой урожай собираете. И вы говорите, потом время от времени, как будто бы карта инициативы, карта смерти. Вы говорите, я не хочу больше не пытаться даже, ничего. Как будто бы вас время от времени как отворачивает от этой идеи, может, совместного проживания. Или говорите, я так хотела просто простого человеческого женского счастья по карте аиста. Ну, можете сталкиваться, знаете, с чем? Тут карта доступности, воровство. Вы надеетесь на семью, на стабильное, а могут предлагать тут форматы любовницы по карте доступное воровство, да, то есть мужчина не свободен, когда приехал, тогда и вовремя, когда появился, то есть, ну, дабы вы подстраивались под его какой-то ритм, жизнь, как-то так. Тут у меня так вышло. Основное, чем вы привлекаете и влюбляете.
Ну, подчинение. Звезда. А вы для мужчин являетесь и притяжением, знаете, привлекательная, да, женщина, лабиринт. С одной стороны, они могут много туману напускать, да, и хотеть вас вовлечь в этот лабиринт. Но тут как будто бы, с другой стороны, бесполезно вас сильно вовлекать. Карта отшельник. Вы сами можете одно время отдаляться, знаете, как будто как замыкаться сами в себе. А по отшельнику женщина не глупая. Скорее всего, женщина, у которой уже был опыт, ну, тут опыт общения, уже взаимоотношения были. Вы для многих мужчин являетесь, с одной стороны, привлекательной, лакомым кусочком, и тот же и наказание. Многие мужчины могут изначально смотреть там на вас привлекательно, да, такой не против провести время. Но тут неожиданно для себя они могут попадать вот с карты подчинения, подвлюбляться и начинать к вам относиться намного серьезнее, чем они то ли планировали изначально, то ли они по отшельнику начинают видеть вас личность, вот женщину, которая, ну, которой мало таких взаимоотношений, и она не согласна на какие-то форматы. В принципе, они тут идут, знаете, по нарастающей, карта звезда идеальная. Ведь эта женщина, в принципе, мечта даже, карта звезда, но она же и наказанием является. Почему наказанием? Потому что тут неожиданно для себя мужчина может подвлюбиться, неожиданно для себя мужчина чувствует вокруг шеи вот эти вот какие-то цепи, оковы. Почему еще наказание? Потому что с вами шансы. То ли нужно действительно брать шансы и не баловаться, да, и не морочить голову, то ли они понимают, что они эти шансы упускают. И потом, знаете, как можно 1000 раз жалеть о том, что была возможность, а я ей не воспользовался. Вот была в моей жизни женщина, да, а я то ли побоялся, то ли не рискнул, то ли не захотел менять ритм жизни, то ли еще что-то, да, вот тут как будто такое, как будто бы вот остается такое послевкусие, и если ты решишься с этой женщиной, да, то у тебя перспективы хорошие. Ну, а нет, то сам потом кусай локти и думай, а как могло бы быть. Такой у меня сегодня расклад, девочки. С точки зрения психологии, устойчивое межличностное притяжение формируется не через отдельные действия, а через совокупность стабильных поведенческих и эмоциональных паттернов, которые считываются другими людьми как уникальный стиль присутствия. Это то, о чем я говорила. У вас много этого всего. Они видят вас как вторую половинку, родную душу, яркую очень, темпераментную. Человек воспринимает, ну, не отдельную черту, а целостный сигнал. Это микс невербальных реакций, эмоциональной выразительности и уровня естественности. А вот это очень естественно, искренне. Именно это и может восприниматься как код, хотя по сути является устойчивым способом самопроявления. Такие сигналы активизируют у людей внутренние ассоциации, потребности и ожидания, усиливая интерес без сознательного намерения. И ключевой момент здесь не поиск скрытой силы, а понимание того, как твоя естественность уже влияет на восприятие тебя окружающими. Другими словами, мои хорошие, оставайтесь такими же искренними, какая вы есть. Если придет сильный мужчина, да, увидит вас, решится связать с вами свою судьбу, это его выбор, его хвала. Ну а слабые, которые будут стараться на 2, на 3 табуреточках усидеть, вовлечь вас в какие-то лабиринты, игры, зачем они нужны, эти слабые? По-моему, вы это уже все прошли, этот опыт. Этот опыт у вас уже есть. Карма, да. Урок этот вы уже прошли. Да, освобождаем место для сильных мужчин. Всего хорошего. И да,
Не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.